Коллеги, меня зовут Асташко Оксана Александровна. Я работаю в должности заместителя министра Министерства образования и культуры, директора департамента. Я сегодня рада вас всех приветствовать, познакомиться со всеми поближе, кого я еще не знаю. И мы с вами начинаем наше совещание. Регламент работы у нас следующий. Значит, у нас есть несколько блоков вопросов, которые мы сегодня рассмотрим. Вопросы мы сегодня будем рассматривать следующие. План немножечко мы скорректировали проведение, и я сейчас озвучу, как у нас это будет. Первое выступление директор Аксенов Алексей Михайлович нам доложит про опыт своей работы. Далее, вторым блоком мы заслушаем Ольгу Васильевну Микеладзе по финансовым вопросам и рассмотрим итоги проверки, по результатам проверки счетной палаты наших образовательных учреждений. И далее в завершении у нас отраслевой отдел пчельный Елена Юрьевна. Все вопросы по поводу изменения законодательства, диспансеризации, проведения профилактики самовольных уходов. Я думаю, что там еще у нас будет разное. Озвучит тоже всем вам. Подведение итогов, Елена Юрьевна, я прошу вас тогда подвести по результатам совещания. Что я хотела сказать в своем вступительном слове? Ну, прежде всего, я посетила еще не так много государственных образовательных учреждений в Тульской области, но в целом могу сказать следующее. Работа ведется достаточно активно. Уровень профессионализма и профессиональных компетенций руководителей я на сегодняшний день, тех людей, с кем я успела близко познакомиться, я оцениваю как достаточно высокий. И поэтому хочу прежде всего пожелать всем удачи и успехов, потому что ни для кого не секрет, те изменения в законодательстве, которые уже всем нам известны, да, и приняты, они провоцируют нас на приведение в соответствие всех наших учреждений и уставных наших задач и вводят нас, скажем так, уже без выбора в процедуры реорганизации и оптимизации. Я вам хочу всем сказать, что это связано не с тем, что кто-то недопонимает, что у нас мало работы, у нас мало задач, которые вообще система образования в целом выполняет. Это не так. Но на сегодняшний день время настолько быстро меняется, и запросы, скажем так, да, у населения, вообще в целом и задачи государственные настолько изменены, что нам с вами нужно на это уметь реагировать и уметь откликаться. Я думаю, что все те совместные усилия, которые будут направлены на приведение в соответствие наших с вами образовательных учреждений, все те усилия совместные, которые будут нами направлены на реорганизационные процессы в положительной динамике и развитии отрасли в целом, они дадут очень хороший результат. Поэтому не надо бояться изменений, не надо бояться ничего нового. Я уверена, что тот профессиональный потенциал, который есть у каждого из вас, который есть у руководителей, который есть в департаменте образования, поможет всем нам совместно решить те задачи, которые на сегодняшний день перед нами ставятся. Я благодарю всех за работу и предлагаю начать наше совещание. Алексей Михайлович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, уважаемый президиум, 8 марта 2010 года президент России подписал федеральный закон номер 83 ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных и муниципальных учреждений. Вы помните, что с этим законом нас знакомила уважаемая Елена Юрьевна, мы все присутствовали на этом совещании. Был обозначен переходный период для введения закона и его реализации с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года. И вот мы, например, откликнулись на реализацию данного закона. Суть этого закона заключается в предоставлении большей финансовой самостоятельности
образовательным учреждениям, возможностям более гибко распоряжаться имеющимися ресурсами и денежными средствами. Вот в том материале, который у вас есть, раздатку мы положили, есть вот такая схема. Это позиции, которые не меняются. Посмотрите, практически все остается то же самое. Счета открываются в казначействе, руководитель не меняется. Все закупки идут по 94-му ФЗ. Лицензия остается, меняется только устав. Это делается очень просто, недолго. То есть тип учреждения отсюда потом называется бюджетные, а не казенные. Государство гарантирует в соответствии с этим законом полное финансирование образовательного учреждения, и школа получает бюджетное финансирование на реализацию государственного стандарта в полном объеме. Для перехода, то есть я теперь говорю, что было практически нами сделано, на бюджетный тип учреждения мы обратились к учредителю. На тот момент был департамент образования Тульской области. Сегодня это Министерство образования и культуры Тульской области. С письмом, то есть с ходатайством, в котором указываются цели, для чего мы переходим на этот тип учреждения. Ну, цели – это повышение качества и доступности образовательных услуг, создание условий и стимулов для финансово-хозяйственной самостоятельности и экономической мобильности, повышение эффективности использования разнообразных ресурсов, в том числе кадровых, материально-технических и финансовых, привлечение инвестиций и расширение источников финансирования текущей деятельности учреждения, усиление ответственности за конечные результаты деятельности, повышение доли внебюджетных доходов в консолидированном бюджете образовательного учреждения. Вроде бы как бы это одна теория, да? И что может быть за цифрами скрыто в достижении этих целей? Я сейчас их раскрою. Значит, после того, как мы обратились с ходатайством перевести нас в бюджетный тип учреждения, вот следующим шагом является формирование государственного задания. Государственное задание формируется с учетом, это механизм, и дальше уже задание наше, количество воспитанников, которые находятся в школе-интернате или в детском доме, и с учетом наших образовательных программ. То есть мы даем для предложения, для формирования госзадания в департамент цели учреждения, задачи, фактическая плановая наполняемость учреждения. Вот здесь как раз очень важно, чтобы учреждение было укомплектовано, потому что государственное задание идет по количеству воспитанников. Ну, например, наша мощность наполнения 116 человек, а на тот момент, когда мы переходили, было 94. Поэтому нам государственное задание утвердили в количестве 94. И мы стремимся к тому, чтобы эта цифра и с учетом выпускников, потому что у нас есть структурное подразделение, это гостиница для выпускников, в целом было не меньше, потому что возвращать финансирование по госзаданию, это, конечно, плохо. То есть вот в данном случае обязательно нужно комплектоваться. Ну, это вот госзадание. Мы сдаем свои предложения, фактические расходы. На основании наш отдел экономически рекомендованных Минобразованием России модельных методик, да, Ольга Васильевна, устанавливаются нормативы финансирования на одного человека, плюс на 90, умножаем на 94, это наша субсидия. Дальше подписывается соглашение. Соглашение между учредителем и нашим учреждением, в котором предоставляется субсидия, и к нему, можно все это уже листать, и к нему предоставляется график или дополнительное соглашение. Вот это соглашение. То есть здесь обязанности сторон, листайте, учредителя и мы, исполнителя. Да, могут быть какие-то разногласия, могут быть изменения, и они, вот, это график. Видите, чем хорошо, руководитель, обратите внимание, бухгалтера. Вот сегодня вы даете заявку на финансирование, да, и ждете, когда придет статья 226, когда 340, мы не ждем. Хотим мы или не хотим, но мы так разработали, вернее хотим, я скажу, почему хотим. Нам вот эти деньги поступают 17-го, 23-го и так далее. Вот этим очень хорошо. Не надо заказывать, не надо делать никаких либо передвижек. Особенно для наших учреждений, где жизнь порой диктует
да, срочно медикаменты или срочно отправить ребенка в госпитализацию, а денег нет. Вот здесь у нас они всегда есть. Они всегда есть. Когда мы подписали соглашение, и вот этот график до нас довели, то мы затем составляем план финансово-хозяйственной деятельности. Это основной документ, чтобы грамотно реализовать все средства. Над ним надо творчески поработать. Потому что в этом плане финансовой деятельности в первую очередь опять же забиваются наши цели и задачи учреждения по оказанию образовательных услуг. Но все вы имеете лицензию, и вы только лицензируете не обязательно услуги только образовательные, да, основное, общее, среднее. Здесь идут дополнительные услуги, которые в лицензии, и есть до профессиональной подготовки у нас, например, мы по двум специальностям даем детям специальности в стенах учреждения. И когда вот это мы все просчитали, нам дается план, мы, вернее, его сдаем в наш департамент и работаем по этому плану финансово-хозяйственной деятельности. Вот это основной документ, он должен быть творческий. То есть каждая цифра, она должна быть доказана. Почему именно столько надо израсходовать, ни меньше, ни больше. Ну, во-первых, он формируется из тех показателей, которые нам доводит департамент образования. В частности, это законы, это выплаты обязательные, это приобретение, которые мы должны с вами осуществить в объеме там 2800, мягкий инвентарь, питание 180 и 160. То есть мы даем в этот план вначале обязательные выплаты. Затем фактические расходы с учетом повышения заработной платы. Затем считаем коммунальные услуги и выполнение государственного контракта. Но вы знаете, что жизнь диктует разные изменения. Поэтому к данному плану и к соглашению, которое у нас утверждено и заключено, мы имеем право постоянно иметь дополнительные соглашения. Это в конце мы его представили. То есть дополнительные соглашения. То есть это не догма. Вот мы посчитали, столько нам хватит, и на этом заняли. Да? Тем более, что в таблице у вас есть, что данные средства теперь нам выделяются не по смете, а выделяется субсидия, которая имеет, значит, основу, затем иные цели и капитальный ремонт. Из чего это состоит? Вот там была красивая схема. И вы знаете, что сегодня, период, когда идет активно модернизация российского образования, когда реализуются централизованные программы всевозможные, да, нам дают дополнительные средства. Вот как раз они пойдут тогда дополнительным соглашением. Если на этот год у нас по смете заложено 45 миллионов с чем-то, а в итоге, может быть, бывает 50 и больше, это как раз дополнительные расходы на любую программу. Или это доступная среда, или это модернизация образования. Идет дополнительным соглашением. Все так же. И относится затем к расходам. Переход на бюджетный тип учреждений, вот мы год проработали, и стали анализировать, лучше ли или хуже. Вот таблицу последнюю, Ольга Александровна, можно дать. Посмотрите, здесь и бюджетное, здесь автономное и казенное. И мы смотрим, что же здесь. И вы скажете, ну зачем нужно, когда вот такая прозрачность бюджетного учреждения? Посмотрите, последний сайт государственный, Бузгал. Мы там все свои планы и хозяйственная деятельность. То есть вот это финансирование, вот этот тип, он очень открыт, он прозрачен. Видит все, что мы приобрели, чего мы построили, как мы детей содержим, какие средства куда направляются. И это даже здорово. Вы знаете, попечительский совет можно не собирать. Если открыть страницу нашу на вот этом, то все увидите, на что тратятся деньги. И деньги, которые нам спонсоры направляют, чем еще хорошо для бухгалтеров, что они аккумулируются все на одном счете. И они входят в баланс, эти средства, но они остаются на счете учреждения. У нас есть счет. Так, я говорю, Татьяна Владимировна, бухгалтер не контролирует, я же не экономист, я педагог. Они на одном счете. Вы знаете, чем хорошо? То есть не надо их заказывать потом в департаменте, а дайте те деньги, которые нам Северная Корона подарила, наш друг. То есть они на нашем счету также
они идут в план финансово-хозяйственной деятельности, но мы можем расходовать их как мы хотели бы. Да? То есть, вот когда мы анализировали, год прошло, то мы себе заметили, что эффективней стало расходоваться бюджетные средства. И я думаю, ну вроде бы тот же бюджет, но почему у нас не было как-то приобретений в таком количестве, оборудование мы не меняли. То есть изменились не то, что приоритеты, а вот мы выплаты произвели основные, остались деньги, меняем кровать, остались деньги, детей на юг отправляем. То есть вот сэкономили на проведении аукциона. Да, планировали на ремонт столько, а у нас чуть не половину сделали дешево и с хорошим качеством. И не надо двигать ничего. Сэкономили на коммунальных, потому что счетчики везде установили, ходим лампочки выключаем, потому что дети увидели приоритеты, стали ездить на юг, стали хорошие путевки покупать. Конечно, вот это все положительно. То есть укрепилась материальная база, повысилась прозрачность расходования. Мы, например, для себя уяснили, что вот тот первый переходный этап, он прошел практически без осложнений. Но, уважаемые коллеги, переходить на новое финансирование, на новые учреждения нужно, конечно, взвешенно. Я вам сказал, воля, да, не надо передвигать, хозяин, барин и прочее. Но первое, когда мы обращаемся в департамент перейти на данную форму, мы указываем, что у нас для этого есть, какие основания. Это, конечно, в первую очередь кадровый потенциал. Это сильнейшие должны быть работники бухгалтерии во главе с главным бухгалтером, которые должны знать и законодательную базу, и из чего формируется данное наше задание. Потому что, знаете, порой мы только считаем, а вот эта теория, что там Алексей Михайлович придумывал, нравственно-патриотическое, духовно-нравственность, культурно такое-то направление, как бы бухгалтерии не касается. Нет, вот как раз обоснование всего идет вот из этого теоретического содержания. Ну и, конечно, материальная часть. Это должны быть сильнейшие компьютеры, интернет мы отдельно, то есть для детей есть школьный, там со всеми, а для бухгалтерии он отдельно, потому что он должен работать бесперебойно день и ночь, сайт действующий, не дай бог, потому что что-то вовремя не сделано, мы все вовремя делаем. Тут же мониторинг идет из Федерации, так, чтобы никого-то нам не ждать, мы все это делаем вовремя. Поэтому я так полагаю, что если будет вот такое желание, то мы готовы и поделиться проектами, планом, уставом. Сегодня уже кто-то сбрасывал себе новые типы уставов. Это не надо бояться. Все говорят, ой, устав, только менять устав. Это делается в течение недели. На Московский вокзал, и все быстренько можно сделать. Поэтому я благодарен нашему департаменту образования, управлению финансов, потому что в 2011 году вот так сели, они говорят, ну давайте попробуем. А почему нет? Ну, автономные страшновато, конечно, там нужно доходы иметь хорошие, а мы все-таки учреждения закрытые, мы все больше просим, чем создаем. Да, это наш, конечно, недостаток. Поэтому бояться не нужно, а тем более есть учреждения, которые прошло вот год, и я считаю, вполне удачно. По крайней мере, когда уже передвижку не надо, вы просите передвижку, а он говорит 50 на 50, то здесь все наше. То есть вот финансовая самостоятельность. Хотя в то же время все так же по 94-му ФЗ проводим аукционы, работаем до остаток 400, но я полагаю, что все это эффективно очень и рационально. Бюджет хороший, я всегда говорю, даже если бы не было спонсоров, государственный бюджет, в частности областной, он очень хороший, чтобы оказать качественные образовательные услуги. Спасибо. Благодарить за хороший уровень и подготовки, и работы в новом качестве данного учреждения. Хочу призвать всех руководителей, наверное, посмотреть, как это реализуется в этом образовательном учреждении. И перед тем, как принять какое-то решение, конечно же, нужно обязательно оценить свои силы, свои возможности. Не только финансовые возможности, да, то есть вот, что касается все деньги наши, нет. Это, наверное, вопрос даже последний в принятии решения. Здесь основной вопрос, во-первых, это уровня менеджмента руководителя, это вопрос уровня квалификации финансовых работников учреждений, и это вопрос готовности нести ответственность. Ответственность, я бы сказала, немалая. В
и в принятии решения, и в подготовке качественной документации финансовой, в подготовке этой документации своевременно, с чем у нас бывают проблемы. То есть здесь уже возникают механизмы работы как руководителя любого предприятия. То есть это не просто учреждение. Дали, потратили, нет. Здесь надо уже четко уметь планировать, четко уметь тратить, и четко понимать, и рассчитывать, и прогнозировать финансовую ситуацию, которую образовательное учреждение будет. И я думаю, что это очень хороший шаг. Во-первых, это дисциплинирует, а во-вторых, это открывает нам какие-то новые способности. Вы, проанализировав ситуацию, я думаю, что действительно, да, Александр Ильич, выступление прозвучало, что вот мы теперь знаем, мы теперь видим, мы теперь можем, да, вот позиции такие. То есть это не только определенная мера ответственности, но и достаточно большая возможность реализовать свои какие-то потенциальные желания, да, и развить возможности образовательного учреждения.